В сегодняшнем уроке мы поговорим, что такое аккордные сетки, из чего они состоят и как ими пользоваться, как их читать. Аккордные сетки состоят из струн, 6 штук. В данном случае они у нас лежат горизонтально. Они состоят из изображения ладовых порожков. Это вот эти вот металлические, как вы уже знаете, металлические палочки. И из ладов это то, что находится между ладовыми порожками. Что тут важно знать? Аккордная сетка может быть представлена в двух вариантах. Первый вариант – это когда струны горизонтально лежат, 6-я струна, 5-я и так далее. Второй вариант, вот вы его можете вот тут вот посмотреть, это когда струны показаны вертикально. И тот вариант, он приемлем. Некоторые пользуются таким, некоторые другим пользуются. Важно, чтобы вы смогли понять, что написано в этой сетке. Знать, что 6-я струна – это самая толстая струна, 1-я – это самая тонкая, соответственно. И ноты изображаются обычно кружочками, то есть на струне, на какой струне прижимается нота и на каком ладу. Вот в данном случае у нас вот эта нота до, С, на 2-й струне на 1-м ладу. Очень важно знать, что в академической литературе струны изображаются цифрами в кружочке, а лады изображаются римскими цифрами. Сейчас некоторые отошли от использования римских цифр, но правильно вот название ладов – римские цифры, название струн – цифры в кружочке. Итак, вот это у нас получается 2-я струна, потому что вот тут вот 2-я струна, и 1-й лад. Если мы вот тут вот нарисуем нотку, то это, соответственно, будет 4-я струна, 2-й лад. Вот. И 3-я струна тоже 2-й лад. Вот тут вот. Это у нас получается аккорд АМ, ля минор. Важно, что иногда у нас встречаются крестики. Это значит, что вот эта струна звучать не должна. То есть, если бы вот так этот аккорд был записан, это значило бы, что мы играем только 5-ю, 4-ю, 3-ю, 2-ю, 1-ю струну. Пустые струны, открытые струны, которые не прижимаются, они не обозначаются либо никак, либо некоторые пишут вот тут вот нолики. Нолик означает, что струна просто звучит открытой. Что важно еще знать? Если сверху иногда ничего не написано, вот так вот просто выглядит вот наша сетка, это значит, что имеется в виду 1-я позиция. То есть, если тут никакие лады не написаны, значит, это открытая струна, 1-й лад, 2-й, 3-й и так далее. Иногда аккорд обозначается, например, вот такой вот красивый аккорд. Вот такой вот красивый аккорд будет записан следующим образом. 1-я струна открытая, 2-я струна у нас 6-й лад, скажем, вот тут вот мы нарисуем тогда нотку, и здесь напишем римскую цифру 6. Вот. 6 – это 5-й лад, и 3-я струна будет у нас 7-й лад. И 4-я у нас открытая, а 5-ю мы играть не будем, поставим крестик. Вот у нас вот так вот выглядит этот аккорд. Очень красивый. Вот, в принципе, и все. Иногда в аккордных сетках можно увидеть цифры без кружочка, это значит, это не струны. Например, может стоять тут 1 цифра и тут 2. Это означает, что эти ноты играются 1-м и 2-м пальцем. Все очень просто.